комбайн класс Lexion. Запищал ремень. Комбайн работал. Заглох. Массу отключили. И из этого блока пошел дым. Ну, уже дым был. Выгорело вот так. Красный, черный. Предохранитель сгоревший, 50 ампер. А причина неизвестна. Что тут было? Так, провод массы, который делался, нормальный. Масса в порядке. Так, ладно, что снимаем. Я думаю, тут по цветам не запутаешься, да? Так, это у нас разъем С. Так, выдернулся с корнями. Ну и также разъем D. Два проблемных разъема С и D. Это у нас клемма плюс. Нормально. Минус нормально. Так, плату снял. Сейчас ее надо отмыть. Вот сгоревший предохранитель. 20 ампер. Скорее всего, был плохой контакт в разъемчиках между черным и черным проводом. Вот здесь и вот здесь. И так как текстолит имеет свойство выгорать при нагреве и плохом контакте, то это и случилось здесь. Скорее всего так. Плавило хорошо. Сажа везде. Ладно, пробую. Все это нужно снять. Все релюшки отмыть и дальше работать. Такую плату не найти нигде, тем более в это время. Эту клемму плюсовую я припаивал. Держится отлично. Пайка прекрасная. Повытаскивал предохранители, реле, все заметил, как было. В этом районе все были сгоревшие. Здесь все оплавлено, медь плавилась. Между собой там слои плавились. Плата многослойная. Сейчас буду это все аккуратно убирать, зарисовывать, прозванивать. Разъемы придется греть, расплавлять и убирать, потому что они там приварились, во-первых, к плате, а во-вторых, клемки вдавленные, вот такие, как пики в свои гнезда, чтобы вот эти хотя бы не повредить, целые, оставшиеся, чтобы они остались на месте. Буду сплавлять пластик. Плата, видно, уже ремонтировалась. Здесь, вот здесь, в этих местах. В общем, здесь ремонтировалась. Ладно, занимаюсь. Феном разогреваю пластик, ножом отрезаю кусочки и аккуратно удаляю, чтобы не вырвать оставшиеся контакты. Все-таки этот большой контакт вывалился.
это соединение один контакт и второй. Этот тоже, скорее всего, вывалится. Он и есть виновником этого беспредела. Ладно, аккуратно достаю. Итак, этот контакт приварен. Дальше. Здесь слои стекла ткани. Сколько это слоев. И вот здесь виден кусочек меди. Дорожка. Вот она. Куда она шла, пока неизвестно. Ну ладно, это только начало. Вот второй проводничок. Куда-то идет. Кошмар. Плата, скорее всего, минимум 4-слойная. Так, самый верхний слой, наружный. Вот идет предохранитель. Шина-предохранитель. Вот тоже шина-предохранитель. Выход, скорее всего. Вот это под ними. Это у нас массовая шина. На массу прозванивается. Естественно, плюс и минус дали короткое замыкание. Значит, здесь вот эта шина, это плюс. Это с предохранителя еще не разбирался. Дальше вот это. Вот эта шинка. Это питание вот этих реле. Силовой. Скорее всего, плюс. Буду разбираться. Но это точно минус. Разбираемся. Обнаружил такую закономерность. Если отверстие круглое, значит к этому листу был припаян патрончик переходной. Если отверстие квадратное, значит этот пистончик проходил сквозь. В общем, очень ненадежно. Расстояние между вот этими пинами и шиной минусовой очень маленькая, поэтому тут большой шанс вот этого всего безобразия, возникновения такого замыкания. Кошмар. Так, тут скорее всего была у нас клемма круглые. Возможно, это минус, может быть и нет. Ай, печально. Прозваниваю дорожки. Вот у нас масса. Масса. Вот это клемма массы тоже. Если я прикасаюсь к ней, у нас сопротивление 50 Ом. То есть клемма в этих пистончиках плохо заделанная. И 50 Ом это уже при 24 вольтах хороший нагрев. Естественно, тут уже и уголь этот проводит ток. Ладно. Вот на данном этапе между плюсовой и минусовой клеммой сопротивление 160 Ом. Работаю на улице, потому что плата сильно воняет. Так, 160 Ом. Это идет замыкание через оплавленный стеклотекстолит, через уголь. Так, уже темнеет. Разбираюсь со схемой. И вот снимал накладочки отсюда, пластиковые. И вот такая штука приключилась. Выдернулась клемка из своих гнезд. То есть одной из возможных причин вот этого всего замыкания мог быть плохой контакт вот этих штырьков в гнездах своих.
Ток здесь протекает большой. Возможно, где-то что-то и замкнуло, потому что вот аж медь плавилась. Или это латунь. В общем так. Все, берем фрезер, выфрезовываем все. Вырезаем. Я уже согласно схеме прозвонил, что куда идет. Контактики бывают вот такие толстенькие, широкие. А бывают вот такие, как ниточка, тонюсенькие. Так, поехали. Весь процесс останется за кадром. Работать буду на улице, тут будет лететь пыль стекловолоконная и угольная, поэтому работаю на улице. Ранее на этой же плате вывалилась клемма P30 плюсовая. Я сюда сделал в прошлом видео вот такую косичку. Сейчас главная задача удалить весь уголь из платы, потому что он проводит ток. На данный момент между выводами плюс и минус 180 Ом или 160. Между вот этими выводами 50 Ом. Это выводы предохранителя. В общем, все здесь в замыкании. Так, как можно видеть, проводники расположены слишком близко друг от друга. Очень близко, в непосредственной близости. И между ними произошел пробой. Вот торчит проводничок. Вот этот. В общем, берем бормашинку. Берем бормашинку и удаляем вот этот весь уголь. Работа пыльная. Да, все-таки вот эти штырьки заделаны в свои клемки так себе, посредственно. Это, скорее всего, и была причина возгорания. Пытался их посрезать, но это длительное занятие. Если взять, так пошевелить, так, ну этот вырвался с корнем, а вот эти два вытащились просто. Заделка в пистончиках сомнительная. А ну-ка вот здесь попробуем. Вот вытаскивается. Скорее всего, это и есть причина возгорания. В общем, вытаскиваю вот так все пистончики. Поехали. Вот так вынимаются штырьки из своих посадочных гнезд. Это я пытался два отрезать. Занятие длительное и ненужное. Вот так будет лучше. В общем, ладно, занимаюсь. Точно так же без особого усилия вытащилась и вот эта клемка силовая. Так же, как и вот эта. И что интересно, вот это у нас идет изолятор. Под изолятором краска. И здесь краска. Точно такая же, как и здесь. Значит, когда плата ремонтировалась в этот раз, кстати, вот здесь они, я думаю, в тот раз, когда плата ремонтировалась, вот и под этим разъемом краска видна вон там.
Разъемы, значит, извлекались. Что-то тут паялось, клеилось. И потом разъем на место вставили, нарушив этим самым электрический контакт. Они должны быть одноразовые. Вставил и больше не трогай. Либо же пропаивать. Все-таки причина в плохом контакте. Точно так же и в разъеме С повынимались клемки без особого усилия. Да, причина в плохом контакте. А здесь идут силовые цепи. Тут плюс на замок зажигания, замка зажигания плюс 15, плюс 50. Цепи идут. Свет, очистители, компрессор. Что там еще? Все освещение. В общем, сигнал, цепи силовые. И в таком маленьком объеме. Не продумано как-то. С платой давно были проблемы. Видно, что ее ремонтировали. Это был клей залитый. Вот я его снимаю фрезером. Здесь обнаруживается проводочек. Обычная жилка медная. Вот он припаянный был. Вот так. Здесь он находился. И вот здесь проходил и залит был вот этим клеем. Вот он. То есть, вот это черное, возможно, здесь уже было. Черный прогар. Обратите внимание, какое маленькое расстояние между проводниками. Вообще полмиллиметра, скорее всего. Это у нас массовый контакт. Это плюс. Такие тонкие расстояния маленькие. Вот этот клей. Под клеем виднеется дорожка выфрезерованная. В общем, ладно. Спиливаю. Также вот здесь видно олово, что-то было припаяно, какой-то проводник. Вот под разъемом С это клей. Компаунд, вот он. Здесь что, дыра? Ну давайте глянем. Значит, что-то здесь уже было. Это клей. Значит, здесь дыра. Ладно. Сейчас доберемся. Видно, какие маленькие расстояния между проводниками. Вообще. Так, вот уже углубление большое, но клей еще есть. Скорее всего, тут была проблема давно, но ее не решили. В общем, расстояния между проводниками очень маленькие. Все, работаю. Вырезаю текстолит, прозваниваю дорожки. Вот в этом районе, это район С8. Видно, как обугленный, расплавленный металл. Это минусовая шина. Куда она тут коротила, непонятно. И вот здесь, это 15, 17, 19 тоже. С обратной стороны такое дупло уже. Эти прозваниваются, вот этот не прозванивается. Прозваниваю проводники, не получается. Вот этот прозванивается на С18, вот этот на С19. Но здесь еще есть один тонкий, вот этот, который мог идти вот так. Поэтому... по схеме его нету.
согласно схеме. Схема тоже, кстати, напутанная. Я вон сижу, переписываю. Прозваниваю, переписываю. Исправляю. В общем, незадачка. Я думаю, этот проводник соединялся с вот этим. И на пистончик. А этот отдельно был. Либо же этот сюда шел. То есть вот сюда. Загвоздочка маленькая. Так, уже темнеет. С разъемом С вот так получилось. Осталось только два проводочка. Два волосочка. Так, дыра есть. Так, разъем D. Вот предохранитель F11. Коннектор А. С него питание идет на пины 12 и 13. 12-13 вот они выгорели. Раз, два. То есть отсюда, вот здесь ничего нету. Хомырями на 12 и на 13 шло силовое питание. Вообще как-то не продумано. Вот предохранитель. Питание идет. Здесь ровная линия. А вот здесь была вот такая ерунда на 12 и на 13. Не мудрено, что это все тут выгорело. Проводочки тоненькие, то есть дорожки тоненькие, а токи большие. Удаляем этот полигончик, и под ним видно сгоревший текстолит. Удаляем. Вот появился проводничок. Это у нас предохранитель, а вот это у нас площадка массы, а вот это предохранитель. И здесь, как видно, все черное. А вот как раз и вывод D7, который паялся и ремонтировался. Вот на нем припаяно. . 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
Вот как раз вывод D7, который паялся, ремонтировался. Это включение реле К20. Вот его проводник. Это уже ремонтировался. Вот этот клей здесь присутствовал. Ладно, проверяем дальше. Вот этот отгоревший проводничок, скорее всего, продолжение вот этого. Надо будет прозвонить, свериться со схемой, если есть таковая. Извлекаю испорченный держатель предохранителя, расплавленный. Извлекается легко, нужно немножечко ударить с той стороны по контактикам, и он выходит. Как и говорилось, контакта в этих соединениях нет. Там, где было как бы нормально, он вылез, а где плохой контакт, там медь приварилась к штырьку. Отмыл растворителем копоть, еле-еле она отмылась. Вот такие получились кратеры. Теперь буду припаивать провода. Процесс идет, припаиваю провода. Там, где пистончики целые, сначала к ним, потом буду к площадкам припаивать. Процесс идет, подпаиваю провода, перемычки делаю. В общем, пока все нормально движется. Вот эти тонкие волосики буду припаиваться непосредственно к реле, туда, куда они и идут. Это D7, D20. Потому что если припаять сюда, есть шанс, что его просто оборвет механически. Поэтому, а возле реле вроде бы будет крепче держаться. Так выглядит пучок проводов из разъема D. Подключение. С обратной стороны. Так. На этом месте стоит предохранитель вентилятора отопителя, по-моему. Его номинал 30 ампер. Он расплавился. Чтобы сюда не мудрить что-либо, я вытаскиваю F52. Здесь стоит на 50, на 7,5 ампер предохранитель. Вытаскивается. Сюда его впаиваю. А вот этот разрушенный впаяю сюда. Для 7,5 ампер он будет как раз нормальный. А целенький будет на 30 ампер. Видно, как там все происходит. От нагрева, от плохого контакта. Припаял вот так провода к предохранителю, а предохранитель впаял в корпус. Распаиваю разъем D. Припаиваюсь вот такими проводничками. В общем, у меня есть лишний контакт. Вот он. Проводничок идет с предохранителя F17. Это должен быть контакт плюс 15, но его здесь абсолютно нигде нету. Возможно, тут где-то было переходное отверстие, которое выгорело. Сейчас просто его соединяю согласно схеме. F17 к плюс 15. Закончил припаивать провода. Питание 6 квадратов. Плюс 15. Выход тоже 6. Ну, там масса 4 квадрата. Вот 4 провода. Остальные 1,5 квадрата.
квадрат, там где нужно, все по сечению. Так, это взял 15, клемма 15 на предохранитель F17. С этой стороны тоже пайка. Здесь усилил клемму 30 и сюда, потому что клемма, сама плата была вот такого размера. Здесь отрезалась и здесь отрезался кусочек. Поэтому усилил 2 по 1,5 квадрата. Это у нас проводничок. Все зальется клеем. Что еще? Что еще? Это все клеем заливаем. Плату обезжирил. Предохранитель отопителя выфрезеровал отверстие. Провода с бандажом припаяны к предохранителю. Предохранитель впаян в плату. И это все дело зальется клеем для прочности. Ну вот так. Два пучка проводов. Провода к реле припаивал в торец прямо к контактам, потому что вот эти волосочки нужно обеспечить механическую прочность, а здесь это практически нереально. Вот этот волосочек тоненький, поэтому проще так припаялся. Вот они припаянные. Заливаем клеем. Сделал разъемы на проводах, все проверил, прозвонил, чтобы не было коротких замыканий и цепи были в исправном состоянии. Теперь останется, ну тут еще тоже долью клея. Так, держится нормально, залито. С этой стороны. Так, предохранитель держится. Еще немного пролью клеем и буду устанавливать реле и предохранители. Так, плата на месте. Установлена. Ух ты! Тут все упаковано, пристегнуто. Будем пробовать запускать. Включили массу, все нормально. Компьютер включился. Запускается. Будь готов, заводи. Ладно, машинка исправна, пусть работает. Всем всего хорошего, до новых встреч.